Нирвана. Дети огня. Повесть, увиденная во сне, забытая и ожившая в памяти снова. Текст и анимация Серега Селин. Озвучил Макс Маслов. Это вымышленная история. Тибет. Провинция Уцанг. По склону горы на фоне заходящего солнца друг за другом идут двое мужчин, навьюченных огромными рюкзаками. Отбрасывая длинные тени по снегу, они перекидываются фразами, ловя моменты, когда стихает ветер. «Сколько нам еще идти, Крис?» Слегка подпрыгнув и поправляя рюкзак, проскрипел зубами Рэнди. «Я уже 3-й месяц не видел ничего, кроме скал и трупов, что ты оставляешь за собой. Ты решил уморить всех местных шаманов? Последнего ты пытал, толкая ему взад раскаленный уголь. Но это не помогло ему вспомнить дорогу в храм, которым ты так одержим». Идущий впереди товарищ опирался на палку и, смотря под ноги, словно шел по следу, бубнил себе что-то под нос. Он приподнял голову, и из-под капюшона блеснула усталая улыбка из рыжих зубов. Люди умирают без цели, глупо, бессмысленно и одиноко. Хриплым голосом и совсем не замечая вопроса, ответил он. «Я хочу найти нечто, что разбудит поколение живущих и вернет реальность из пропасти заблуждения под названием «Жизнь». Все будут вместе, снова станут единой семьей». Кристофер, тяжело дыша, достал из кармана маленький бинокль и остановился, всматриваясь через красные стеклышки линз, пытаясь разобрать что-то в тумане. Рэнди встал рядом и выдохнул. «Мне больше нравилось, когда ты говорил о сокровище, забытом в этой глуши. Сейчас, Блэкхарт, я думаю, ты свихнулся и ходишь кругами». Крис опустил бинокль и, посмотрев на своего уже отчаявшегося напарника, спокойным голосом сказал: «Мы почти на месте. Сделай свое хмурое лицо дружелюбным и перестань сомневаться во мне». Навстречу двум незнакомцам, вышедшим из тумана, медленным шагом подошла девушка, одетая в какие-то лохмотья с ремешками и веревками. Они сразу обратили внимание на странную большую шапку, тень от которой скрывала ее пристальный взгляд. Держась левой рукой за колчан, она приподняла правую, показав ладонь. «Я Шилка, старшая дочь Ушканна. На каком языке ваши стихи?» «Ты что-нибудь понял?» Крис немного обернулся к Рэнди. «Это не похоже на тибетский». «Это вообще ни на что не похоже», — фыркнул тот, стараясь улыбнуться преградившей им дорогу девушке. «Куда это мы забрели?» Шилке показался знакомым их язык. Осмотрев чужаков немного испуганными глазами, спрятанными в тени капюшона, она поприветствовала их на ломаном английском, прочитав пару строчек из какой-то героической поэмы, и немного покраснела, видя улыбки двух уставших от дороги мужчин. О чем мечтатели хотят узнать, беспечно скитаясь в землях одиноких льдов, где тайны древних похоронены навечно, укрыты снегом кости прошлых храбрецов. «Наверное, любит поэзию. Я бы шепнул ей пару куплетов», — гыкнул Рен и толкнул локтем оперевшегося обеими руками на палку Кристофера. «С этой дамочкой не шути. Она хлопнет тебя, как зайца». «Это тебе не та блондинка подучая». Крис широко улыбнулся и помахал ей рукой, пытаясь рассмотреть реакцию красивой аборигенки. «Я вижу, что эта девушка ходила на большого зверя, и мы для нее просто два суслика». Рэнди, немного замявшись, поднял руку и показал растопыренную ладонь. «Вы пришли к хранителю Эха?» — спросила она, сделав к ним несколько шагов, и пристально посмотрела в глаза Криса. «Мы много наслышаны о старом отшельнике, хранителе древних легенд и знающем дорогу в город забвения». Крис снял рюкзак и стал доставать сверток, приготовленный в дар. Из-за дома, стоящего в дымке, выбежало две детские фигуры. Мальчишка лет 5 подбежал и встал за спиной у Шилки. Держась за ее платье, он выглядывал то справа, то слева, украдкой рассматривая двух бородатых чужестранцев. «Лови, проказник». Крис бросил ему большую конфету, которую пацан ловко поймал и снова убежал за дом.
И ты, красавица, тоже держи. Кристофер протянул руку подошедшей к нему девчонке лет 10. Как тебя зовут? Та, ничего не ответив, сразу развернула угощение и, жадно откусив половину, стала быстро жевать. «У тебя добрые глаза», — улыбаясь, сказала девочка в грязной изорванной куртке и прижимая край капюшона к правой щеке. Крис успел заметить бегущие по лицу ребенка шрамы от когтей. От лба и до щеки остался след, забравший карий глаз и сделавший его похожим на жемчуг. Подумал он почти вслух и грустно улыбнулся. «Держи еще подарок». Он вытащил из нагрудного кармана черные очки и, развернув дужки, медленно надел их все еще жующей девочке. Та, нисколько не испугавшись, что все вокруг потеряло цвет, бросила обертку от конфеты и принялась дергать их вверх и вниз. «Это защитит тебя от яркого солнца», — улыбнулся Кристофер, смотря на счастливого ребенка. «Где твой отец, юная охотница?» Девочка опустила руки и повернулась к нему. «Он сейчас выйдет и встретит вас, я его позову». Она пробежала несколько метров и обернулась, поправляя очки. «Кстати, я Умка». «Будешь?» Рэнди протянул девушке пачку сигарет и немного удивился, как та ловко вытащила 2 и умело сунула одну в рот, а другую себе за ухо. Он стоял и потягивал длинную сигарету, игриво улыбаясь незнакомке, которая бегло осмотрела его с ног до головы и немного кисло улыбнулась. «Красивые у тебя губы». Рен смотрел, как девушка переминает ими сигарету, пуская струйки дыма чуть ли не ему в лицо. Такие вещи говорят, когда собираются взять в жены. Шилка с нескрываемым сочувствием посмотрела в глаза покрасневшего Рэнди. «Спасибо, красавчик, но у меня уже есть же. Так вы англичане?» «Еще лучше, американцы». Услышав вопрос, подошел Крис, весело улыбаясь, смотря на надувшего щеки Рена. «У нас еще не было янки». Повернулась к нему она, показывая, что слышала о таком народе. «Как же вам повезло!» Выплюнул остаток сигареты Рэнди и, придавив окурок тяжелым сапогом, немного отошел в сторону, грустно смотря на заходящее за горы солнце. Шилка присела на большой камень у тропинки с торчащей рядом кривой засохшей веткой и пустила колечко дыма, докуривая сигарету. «Я заметила у твоего друга винтовку», — серьезно сказала она, взяв протянутую ей конфету. «Не советую будить горы. Здесь они им мстят».